Приветствую всех, дамы и господа, рыбаки не очень. На моем канале есть видео, где мы с вами знакомимся с очередной китайской приманкой, которую я купил на Алиэкспресс, воблером от компании Лтак под названием Емичи. Ну или Емиши, кому как нравится. Мы с вами посмотрели, как она летает, как она двигается, как она ловит рыбу. Ссылку на это видео я дам в описании. Сегодня я решил продолжить наше знакомство с этой приманкой, но в несколько необычном формате. Я решил с этой приманки снять заводское покрытие, заводскую краску и попробовать порыбачить на эту приманку. Сейчас эта приманка выглядит вот так. Одинарные крючки на петельках, так называемые осисты, я решил оставить. Также я не стал убирать глазки. Но все остальное я снял ацетоном. Как видите, сейчас эта приманка абсолютно не имеет заводского покрытия. К слову сказать, нельзя утверждать, что эта приманка не имеет цвета. Конечно же, она имеет цвет серого полупрозрачного пластика. В магазине такое не купишь. Вы можете у меня спросить, зачем я это делаю. Отвечаю, причины достаточно простые. Во-первых, мне это интересно. У меня уже есть небольшой подобный опыт. Видео на эту тему вы также можете посмотреть на моем канале. И я также дам на него ссылку в описании. В том случае я взял крупные воблеры Минноу, снял с них краску и попытался половить рыбу в морской воде. В этом же случае мы с вами кардинально поменяем место лова, это будет речка. Да, хищник будет тот же, но мы поменяем место лова и кардинально поменяем тип приманки. Вторая причина тоже достаточно простая. Я таким образом хочу привнести некоторое разнообразие в свои видео, в свою рыбалку. И прежде чем мы начнем, я должен сказать еще несколько очень важных слов. Конечно же, я как рыболов-любитель имею собственное мнение по поводу влияния на клев рыбы цвета приманки. Конечно же, как и любой другой рыболов, у меня есть свое мнение на этот счет. Но я не являюсь специалистом, я не считаю себя специалистом в этом вопросе. И поэтому свое мнение я предпочту держать при себе. Если вы после просмотра этого видео как-то пересмотрите свое отношение к вопросу выбора цвета приманки, то это будет исключительно ваше решение. Если вы останетесь при своем мнении, это будет тоже ваше решение.
Мне, как автору, ну, хотелось бы в первую очередь, чтобы вы относились к моим видео как к любительскому кино о рыбалке. Замечу, вот подчеркну, о моей рыбалке. И не более того. Все выводы по традиции, все оценки делать, конечно же, исключительно вам. Мы сейчас находимся именно там, где мы и первый раз знакомились с этой приманкой. Я решил ничего не изобретать. Я приехал именно на тот участок. И я не планирую его покидать, переезжать куда-то, где-то искать рыбу. Мы сегодняшнюю рыбалку проведем именно в этих же условиях, где и впервые знакомились с этой приманкой. Сегодня наша задача простая. В тех же самых условиях, как говорится, подать эту приманку рыбе под нос и посмотреть, отреагирует она на нее или нет. У нас совсем недавно прошел дождь, и прям заметно поднялся уровень воды. Это, конечно, может сказаться на рыбалке, но почему-то вода не помутнела. Вода чистая, прозрачная. Обычно она, помимо того, что поднимается, она еще и мутнеет. В этот раз, на удивление, вода прям идеальная. Просто ее стало больше. Ну, надеюсь, у нас все-таки есть шансы на поклевке. Фу. Ой, напугало. Я уже не ожидал поклевки. Вот прям вот здесь клюнуло. Напугало. Так, ребята, у нас первая поклевка. Первая поклевка. По традиции она ничего не значит, не означает. Ну, вот, пожалуйста, первая поклевка. Я решил сегодня рыбу забрать. Давно не ел свежей. Я по традиции и садок не взял с собой. Даже нож с собой не взял. Придется руками. Какое-то приспособление сооружать. Что-то вроде кукана. Да. Не что-то вроде, а куканы получится у меня, как в детстве. Думаю, пойдет. Ух ты! Кажется, была поклевка. Так, осторожно, осторожно. Кто-то тюкнулся о приманку. Вот так может делать кунжа, даже очень большая. Подходит к приманке, слегка бьет по ней и отходит. Клюнуло что-то очень-очень маленькое. Прям совсем-совсем. Я не стал камеру включать, потому что не было долго поклевок. Ну да, это тоже то, что нам нужно, правда, очень маленького размера. И такого размера очень вкусного. Очень вкусного размера.
Ну, отлично. Видите, я сегодня 2 зайцев убью, я возьму рыбы на ужин, еще и видео сниму. Отлично. Снова поклевка. Снова поклевка. Нажал на кнопку пуска камеры, и она тут же у меня сошла. Но история повторяется. То есть нередко рыба клюет, но тут же сходит. Я вот в первом видео я вам это говорил. Возможно, дело в одинарниках. Возможно, я не знаю. Пожалуйста, еще такой же размер. Так, мы будем сейчас, как и в прошлый раз, вот отсюда перемещаться вниз. Такой же размер, и он пойдет мне на ужин. Если вы помните, в прошлом видео именно на этом участке в основном клевала не крупная рыбешка. Ее было много, но вот вся не крупная. Поэтому я решил здесь немножко задержаться, буквально немножко наловить на еду, а потом мы с вами пойдем вниз, будем потихоньку вниз спускаться. Там ниже по течению тоже было много мелкой, но иногда и попадались экземпляры покрупнее. Надеюсь, нам и в этот раз повезет. Осень, погода переменчивая. Начинали мы рыбалку, было солнышко, было тепло. Сейчас вот тучек прибавилось, ветерок подул, стало холодно. Погода может кардинально, конечно, поменяться. Но это размер такой, все-таки не совсем сковородочный. Я ее возьму, конечно, но, наверное, только потому, что с нее уже кровь хлыщет. Видимо, я все-таки жабры повредил. А так я бы ее отпустил. Вон из-под жабер идет кровь прям сильно. Она не выживет, скорее всего. Поэтому я ее заберу. Ну, тоже пойдет на ужин. Не знаю, видно вам или нет, но прям очень сильно кровь идет. Ладно. А сейчас снова стало тепло. Погода меняется моментально. Мне кажется, такая вот неустойчивая погода тоже может влиять на клев.
Угу. Так, снова поклевка. Ну, в общем, мне не хочется, как говорится, забегать вперед, но, дамы и господа, ну, лично мне все понятно. Лично мне все понятно. Я с помощью инструмента каким-то образом этот кукан прицепил к себе и сейчас свободно по воде перемещаюсь. Именно на еду, конечно, мне уже рыбы достаточно. Сейчас именно для видео еще попробуем немножко поснимать. Конечно, если поклевки будут, скорее всего, я всю рыбу заберу. Так, у нас проблемка, у нас пошел дождик. Видите, какая осенью погода? Поэтому сейчас картинки не будет. Как только дождик закончится, я продолжу съемки. Видите? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Были еще поклевки, но из-за погодных условий, к сожалению, я их не снимал. Вот видите, выглянуло солнышко, стало потеплее. Но в принципе погода не располагает к рыбалке. Я понял, что слишком легко оделся. Мне холодно. Поэтому мы сейчас быстро пройдем участок, который планировали пройти. И на этом я закончу, потому что, ну, для видео я материал, в принципе, уже отснял. Сегодня мы рыбалку закончим несколько раньше, чем я планировал. Очень много мусора плывет. Конечно, это тоже влияет на клев осенью, но много факторов, которые влияют на клев. Мусор, лист, уровень воды, вот, давление, освещение. Осень, пора такая неустойчивая. Я вам в самом начале говорил, что пониже есть вероятность поклевок экземпляров покрупнее. Вот сейчас один из них клюнул. Отлично. Просто отлично. Еще немножко. Нам осталось пройти буквально метров 50. Дамы и господа, я на этом закончу. Потому что, ну, на еду я себе наловил. Для видео материала как бы достаточно. И я замерз.
Вон там снова дождевая тучка показалась. Мне кажется, она идет прям к нам, да? Снова пошел дождик, снова я, к сожалению, камеру убираю. Опа! Да, сейчас, вот она. Сейчас я выключу камеру. Так, у нас поклевка. Да, погода нас, конечно, сегодня подвела. Опа! Успеет убежать или нет? Хорошо. Хорошо, тебя я сегодня не съем, так уж и быть. Пролетела дождевая тучка. И надо сказать, вот пока капал дождик, у рыбы был прям такой всплеск активности. Было очень много поклевок, но, к сожалению, я только, по-моему, 2 штуки вытащил. Вот появилось солнце, и как-то клев резко прекратился. Уже давно не было поклевок. Все-таки мы сейчас вот буквально несколько метров пройдем и на этом закончим. Удивительно. На этом участке было столько много поклевок. И очень резко они прекратились. Рыба, ну, я не думаю, что рыба могла куда-то уплыть. Она по-прежнему здесь. Но почему-то перестала клевать. Ага. Нет. Но поклевок давно не было. Давно не было поклевок. Наверное, этому есть какое-то объяснение. Но тем не менее, вот она клюнула. Но вот еще удалось мне поймать одну рыбку. Все, на этом мы закончим. Сейчас я с ней разберусь, и мы подведем какие-то итоги. Снова пошел дождик, но я уже возле машины и прячусь под крышкой багажника. На этом мы с вами закончили. Надеюсь, у меня получилось показать то, что я планировал показать. Рыбалку на приманку, с которой я полностью снял заводскую краску. По традиции, выводы, если вам это интересно, делать исключительно вам. Я ничего не утверждаю и не пытаюсь навязать кому-то свое мнение. Всем удачи,
Увидимся на моем канале.